Всем привет! Сегодня готовим домашний йогурт в йогуртнице. Это необыкновенный десерт, который получается очень нежный, вкусный, густой, полезный. Намного вкуснее магазинного йогурта и также получается в разы дешевле. Для того, чтобы приготовить йогурт, я всегда использую ультрапастеризованное жирное молоко. Если вы пользуетесь свежим молоком или пастеризованным, то его нужно предварительно прокипятить и остудить до температуры 40 градусов. Итак, в миску с высокими краями наливаем примерно пол-литра молока, не все сразу, чтобы было легче перемешать с закваской. Для закваски я буду использовать 2 натуральных йогурта. Я готовлю на порцию 12 баночек йогурта по 180 грамм каждая баночка. На данное количество понадобится ровно 2 литра молока и 2 йогурта. Для того, чтобы йогурты у нас получились более густыми, я всегда добавляю 4 столовые ложки сметаны. У меня сметана жирная. Также можно добавить различные добавки. У меня это ванильный сахар и обычный сахар. Но такой же йогурт можно приготовить без сахара. Получается тоже очень вкусно. Просто в этот раз у меня ребенок попросил приготовить с ванилью и с сахаром. А вы уже ориентируйтесь на свой вкус. На данное количество, на 2 литра молока, я добавила 6 столовых ложек сахара. Получилось не очень сладко. Затем, когда мы все хорошо перемешали, добавляем оставшееся молоко и перемешиваем еще раз до полной однородности. Нужно, чтобы закваска хорошо распределилась по всему молоку. И далее все это разливаем по баночкам. Баночки у меня просто вымыты. Ничего стерилизовать не нужно. Открываем их, убираем крышки в сторону и просто разливаем нашу молочную смесь по баночкам. Если вдруг у вас нет йогуртницы, то то же самое можно приготовить в духовке, разогрев ее до 50 градусов. Затем духовку отключить, поставить туда баночки, прикрыв их сверху полотенцем, и оставить на всю ночь. Но я рекомендую приобрести йогуртницу. Такое приобретение всегда себя оправдывает. Все домашние обязательно оценят. А я заполнила все баночки и закрываю их крышкой от йогуртницы. Далее устанавливаем таймер. У меня это умеет делать даже мой ребенок. Устанавливаем мы на 11 часов. Обычно я это делаю с вечера, и за ночь йогурт у нас уже утром готов. Вот так выглядит йогуртница утром. Она немного вот такая запотевшая. Йогурту нужно дать полностью остыть. Затем закрываем все баночки и убираем в холодильник. Хранится он в течение 10 дней, но у меня он так долго не хранится, мы всегда его съедаем намного быстрее. Поэтому готовьте, пробуйте, пишите мне ваши комментарии. А я всем желаю отличных заготовок. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.